Скромная маленькая девочка по имени Лили жила с приемной мамой в тихом районе пригорода. Ей было всего 8 лет, но она уже знала цену доброте. Каждое утро, по дороге в школу, она заходила в маленькое кафе на углу, где тетя Бренда, хозяйка, иногда угощала ее горячим какао. Лили любила сидеть у окна, смотреть на людей и представлять, кем они могли бы быть. В то утро было особенно холодно. В кафе зашел высокий мужчина в дорогом пальто. Он казался чужим в этом простом месте, чисто выбритый, в наручных часах, которые стоили больше, чем весь интерьер заведения. Его звали Томас. Томас был миллионером, владельцем инвестиционной компании, человек, привыкший к уединению и контролю. Он просто заехал за кофе по пути на важную встречу. Когда он подошел к стойке, чтобы расплатиться, оказалось, что забыл бумажник в машине, а телефон разрядился. Он раздраженно вздохнул, но в этот момент к кассе подошла Лили. Она робко протянула купюру, которую копила на школьную ярмарку, и сказала, что хочет оплатить его кофе. Он удивленно посмотрел на нее. Ему было неловко принимать, но что-то в ее искренности остановило его от отказа. Он поблагодарил, сел за столик и наблюдал за ней. Что-то в ее лице показалось ему знакомым. Нос, глаза, ямочка на щеке. Он даже не сразу понял, почему сердце заныло. В ту ночь он не мог уснуть. Вернувшись в свой особняк, он нашел старую папку с бумагами. 10 лет назад он был в отношениях с женщиной по имени Софи. Они расстались, не зная, что она была беременна. Несколько раз он пытался найти ее, но безуспешно. Имя Софи мелькнуло в документах. Она жила в том же районе, что и Лили. Совпадения становились слишком точными, чтобы быть случайными. Он начал искать информацию и через несколько дней подтвердил свое подозрение. Лили была его дочерью. Он долго не решался подойти. Он понимал, что не имеет права просто войти в ее жизнь. Но каждое утро он снова приходил в кафе. Он смотрел, как она пьет какао, как улыбается, как рисует что-то в блокноте. И каждый раз он вспоминал, как впервые за много лет почувствовал тепло от простой чашки кофе, оплаченной девочкой, которая не знала, кем он был. Она просто была добра, а он, наконец, почувствовал, что значит быть отцом. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.